Черешня – одна из самых популярных сезонных летних ягод. Крупные ароматные ягоды черешни, истекающие сладким соком, любят все, независимо от возраста. Эта ягода первой радует нас после долгого зимнего периода и весеннего витаминоза. Она имеет отменный вкус и исключительно полезные свойства. Фактически черешня – это фрукт, а точнее косточковый плод. Черешню можно употреблять каждый день. Она значительно оздоровит организм. Эта ягода прекрасно тонизирует и укрепляет иммунитет. Все сорта черешни произошли от дикой птичьей вишни, которая сейчас растет в лесах Западной Азии, Южной Европы, Северной Африки, в горах Кавказа, Крыма. Сегодня в мире известно более 4000 сортов этой ягоды, которые отличаются по вкусу, цвету, структуре мякоти. Однако проще всего различать черешню именно по цвету. Черешня бывает розовой, красной, желтой, почти черной или почти белой. Каждый найдет себе сорт по вкусу. Суточная норма употребления черешни примерно 300 грамм. Это одна чашка. Конечно, лучший способ съесть черешню свежей. Однако она нередко используется и для приготовления различных блюд. Кроме того, черешня малокалорийна. В 100 граммах содержится всего 50 килокалорий. Свойства черешни определены количеством витаминов в этой уникальной ягоде. Ягоды содержат более 15 витаминов и минералов. Больше всего в черешне витамина С. 100 грамм ягод обеспечит около 20% дневной нормы витамина С. Также много витамина А, В1, В2, Е, ПП, яблочной кислоты, пектина, флавоноидов, а также достаточное количество микроэлементов, таких как фтор, кальций, магний, железо, йод, медь, фосфор. Чем же полезна черешня и какую пользу она приносит организму? Перечень полезных свойств довольно приличный. Итак, черешня оказывает положительное влияние на кровь и кроветворение, а также снижает содержание холестерина. Это, в свою очередь, становится профилактикой атеросклероза и образования тромбов. Черешню не зря называют сердечной ягодой, потому что она отличное профилактическое средство для слаженной работы сердечно-сосудистой системы. Ягоды обладают умеренным мочегонным действием, поэтому становятся отличной профилактикой отеков. Полезны черешня и тем, что в ней довольно много йода, который помогает при различных заболеваниях щитовидной железы. Большое количество железа помогает при малокровии. Благодаря высокому содержанию клетчатки черешня нормализует работу пищеварительной системы. Всего одна горсть ягод является примерно четвертью суточной нормы клетчатки. Черешня полезна и тем, что помогает при различных заболеваниях кожи. Из нее можно делать маски. Улучшается упругость кожи, она становится чистой и подтянутой. Черешня способствует здоровью костей. 100 грамм черешни содержит 15% суточной потребности в кальции. Черешня помогает уменьшить боли в суставах и снижает вероятность приступов подагры. Помочь от бессонницы может тоже черешня. Черешня улучшает качество сна. Это редкий натуральный источник серотонина, гормона, регулирующего настроение и тревожность. Доказано, что регулярное потребление черешни помогает поддерживать зрение и делает его более острым. Все дело в бета-каротине. Также черешня часто используется для диет, поскольку содержит мало калорий. Эта низкокалорийная ягода практически состоит из воды. Сила черешни в том, что она не только помогает дольше оставаться сытыми, но и ускоряет обмен веществ благодаря витаминам группы В. Как раньше было сказано, лучший способ съесть черешню – свежей. Но существуют еще простые и полезные рецепты приготовления лекарственных средств из черешни. Полезен отвар из плодоножек черешни. Их можно заварить по 8-10 черешков на чашку и пить как чай. Он обладает сильным мочегонным действием, используется при отеках, подагре, водянке, мочекаменной болезни, гипертонической болезни. Наладить работу почек поможет такой отвар. Горсть ягод следует залить стаканом кипятка и продолжать кипятить на медленном огне полчаса. Настоять напиток 20 минут, процедить и употреблять трижды в день. От кашля хорошо помогает черешневый компот без сахара. Он способствует отходу и выводу мокроты и укрепит общее состояние заболевшего. 500 грамм ягод заливают водой, доводят до кипения, выключают огонь и дают остыть при комнатной температуре до теплого состояния. Справиться с запором помогут 250 грамм свежей черешни, съеденные натощак перед завтраком или в качестве полдника. Запивать ягоды не нужно. И несмотря на множество полезных свойств черешни, ее не рекомендуют есть при индивидуальной непереносимости ягод. Кроме того, отказаться от черешни лучше тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, язву, гастрит, повышенную кислотность и тому подобное. При сахарном диабете главное, что нужно помнить, диабетикам рекомендовано употреблять только свежую черешню, никаких сиропов, компотов и варенья. Чрезмерное употребление черешни может вызвать газообразование, вздутие живота или диарею.
Также осторожно давайте черешню маленьким детям, поскольку она может привести к высыпанию. Как видим, эта ягода первой радует нас после долгого зимнего периода и весеннего авитаминоза. Она имеет отменный вкус и исключительно полезные свойства. Рекомендуемая норма фруктов 300 грамм в день. Ешьте с удовольствием эти замечательные ягоды. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии.